В Афинах есть дома, история которых пропитана кровью и ужасом. Мы проходим мимо них очень часто и порой не замечаем и не обращаем внимания на них. Но если бы мы только знали легенды, которые люди любят рассказывать об этих зданиях, то мы бы избегали их, особенно как только начинает темнеть. В эти дома они входят, мимо них проходят мимо и очень быстро. Давайте взглянем на некоторые из этих зданий с привидениями, которых, поверьте мне, в Афин больше, чем на Туманном Альбионе. Санаторий Парнифа. Строительство здания было завершено в 1916 году. Она находится в Парнифе, в 4 минутах езды на машине от Афин, и функционировала как санаторий для облегчения участи тысяч людей, умиравших в то время от туберкулеза. Он работал вплоть до 1965 года, когда потом безуспешно стал отелем. Это здание считается самым посещаемым привидениями в Греции. Говорят, что никто не должен спускаться ночью в его подвал, который был моргом. Блуждающие души умерших здесь танцуют. Те, кто там был, утверждают, что слышали странные голоса, а на стенах появляются и исчезают странные символы и надписи. Очевидцы также утверждают, что на 3-м этаже они записали детский голос, говорящий слово «годы, годы». Последний пункт представляет особый интерес, так как во времена работы санатория там действительно с 3-го этажа упал и разбился ребенок. Женщина на станции Фесио. Еще одна трагическая история, ставшая страшной легендой города. В 1930-х годах за электростанцией Фесио жила красивая девушка Афанасия. О ее красоте говорили все в округе, но Афанасия была очень бедна. У нее не было отца, и ей приходилось работать допоздна, готовя приданое к замужеству. Но однажды все ее деньги исчезли. Их украла ее собственная мать, исчезнувшая и сбежавшая вместе со своим любовником. Когда жених Афанасии, с которым она мечтала соединить свою жизнь, узнал, что денег у девушки больше нет, он бросил ее. Афанасия не могла пережить такой трагедии и повесилась на балке собственного дома, который сегодня стоит заброшенный. Многие, живущие в округе, говорят, что ночью за электростанцией бродит фигура женская, одетая в белое, а из дома доносятся женские крики, которые переходят в злобный смех. Местные обходят этот дом стороной. Дворец герцогини Плаценской. Существует множество легенд о замке Рододафни. Так герцогиня называла свою летнюю резиденцию в Пенделе. Софи де Марбуа-Лебрен была дочерью французского дипломата Франсуа Парбуа и американки Элизабет Мур, дочери губернатора штата Пенсильвания, США. Она получила титул герцогини, когда в возрасте 20 лет вышла замуж за Шарля Лебрена, герцога Плацентийского и протеже Наполеона, с которым она прожила 10 лет. У них была дочь Каролина Элиза, которую до безумия любила герцогиня Софи. Легенда начинается, когда умирает ее единственная дочь. Смерть дочери настолько потрясла герцогиню, что она не смогла с этим смириться до конца своей жизни. Она решает забальзамировать тело дочери, чтобы не расставаться с ней никогда. Говорят, что она хранила забальзамированный труп внутри особняка и обращалась с дочерью как с живой. Однажды необъяснимый пожар уничтожил дворец и труп дочери, что еще больше сказалось
на душевном состоянии герцогини. Герцогиня умерла там же, в Пентелле. Особняк позже отремонтировали, восстановили, но никто не смог осмелиться пройти мимо него. Как говорят местные жители, оттуда доносятся голоса и вой несуществующих собак. Нео Фалеро и башня мечты. Много раз я проезжала мимо этого здания в стиле неоклассицизма. Оно много лет стоит заброшено, пустует и обветшало. Каждый раз я им любуюсь. Меня притягивает его архитектура, которую скрывает густая растительность. Есть в нем что-то таинственное и притягивающее. Это дом торговца тканями Курталиса. По легенде, Курталис был честолюбивым человеком, который хотел стать сначала оперным певцом, но не получилось у него осуществить свою мечту. Позже он хотел стать мэром района, но это ему не удалось осуществить. С тех пор он возненавидел всех людей, заперся в доме и ни с кем не общался. Он умер при загадочных и невыясненных обстоятельствах. По вечерам, говорят многие, живущие рядом, если пройти мимо дома, то слышно, как кто-то поет за закрытыми ставнями. А если подойти и коснуться входной двери, вы услышите резкий голос: «Прочь! Башня моя!» Дом пианистки. В районе Халандри, на пересечении улиц, находится полуразрушенный частный дом. Это дом греческой классической пианистки с мировым именем Джинны Бахауэр. Она родилась в Афинах и загадочно умерла в августе 1976 года. Достоверно ничего не известно, но с тех пор из дома доносятся странные звуки и фортепианные мелодии, а вокруг дома ходит женщина, одетая в черное. Дом Афанасопулоса. В 1931 году подрядчик Димитрис Афанасопулос жил в своем доме в Калифее со своей женой Тулой Кастро и тещей. Говорят, что он был очень жестоким человеком. До женитьбы на своей жене он состоял в отношениях с ее матерью, которые продолжались и после женитьбы, как, впрочем, издевательство над ними обоими. Однажды ночью женщины не вытерпели и убили его. Потом они расчленили его труп, а куски тела выбросили. Жители района утверждают, что из дома по ночам доносятся крики Димитриса, умоляющего о пощаде. Вилла Ласкариду. На улице Ласкариду в Калифее находится одноименная вилла Ласкариду. В ней много лет жила художница София Ласкариду. Она была в отношениях с поэтом Периклом Янапулосом. Однако, когда он ей сделал предложение, она отказалась от него и уехала учиться в Мюнхен. Это и стало основной и главной причиной, по которой Янапулос покончил жизнь самоубийством. Узнав об этом, София вернулась в Грецию и заперлась на вилле с запечатанными дверями. Она умерла в 1965 году, но соседи утверждают, что видят и слышат ее призрак, задумчиво бормочущий имя поэта. Дом в Пакрате. В доме номер 22 по улице Агры возвышается дом, принадлежавший когда-то бывшему конюшнему короля Константина. В этом доме происходит загадочное движение фигур, вспыхивают странные огни, а те, кто побывал там, говорят о странной атмосфере и застывшем ощущении необоснованного страха. Эти городские легенды являются устными рассказами, которые были сохранены в различных отчетах. Дальше же, если истории принадлежат к области фантастики, здания остаются на своем месте, разрушенными и заброшенными.
Нет желающих их приобрести, как нет и желающих зайти в них. А жизнь они получают из легенд, которые их окружают. Спасибо за внимание. Продолжение следует.